Народ, всем привет! В предыдущем видео я подробно показывал и рассказывал, как настроить FTP-сервер на собственном модеме дома, и чтобы камера на него записывала, кидала видео, когда происходит какое-то движение. Но спустя 2 недели использования столкнулся с определенным косяком. Мой провайдер, который предоставляет услугу интернет-связи, у него идет динамический IP, и каждый раз, когда отключается или там переподключается модем, либо просто раз в неделю, модем меняет свой IP-адрес внешний, и FTP-сервер становится недоступным. Значит, долго думал, как решить эту проблему. Каждый раз менять вручную в настройках IP-адрес, это, конечно же, неудобно, и за этим надо следить, потому что как только меняется IP-адрес, вся связь с FTP пропадает. И пришел к выводу, что можно сделать такую фишку, как DDNS. Фактически мы делаем себе бесплатный статический IP. Переводим цифровой IP-адрес просто как в имя сайта, так называемое DDNS. Забиваем его в настройки камеры, и все работает. Сейчас я покажу, как это сделать. Итак, погнали. Значит, первое, что нам потребуется, это создать свое DDNS-имя. Для этого существует много разных интернет-сервисов, но мы будем пользоваться самым популярным. Называется он NoIP. noip.com. Заходим в Opera, пишем NoIP, и вот официальный сайт noip.com. Заходим. Ну, первым делом регистрируемся, жмем на кнопочку SyncUp. И здесь нам потребуется ввести свою электронную почту, ввести пароль, какой мы хотим видеть на этом сайте. И здесь мы вбиваем сразу свое DDNS имя, которое мы хотим. Значит, пишем все, что угодно. И выбираем себе имя второго уровня и расширение. Ну, самое популярное это .net, допустим. Тут уже кому как угодно. Выбор каждого. Создаем свое имя DNS, спускаемся ниже и жмем Free Sync Up. Можно, конечно, выбрать платный вариант, но мы же не будем платить за это 25 баксов. Нам хочется все на халяву. Так, дальше заходим в личный кабинет. Значит, мы зарегистрировались. Заходим в личный кабинет. Вводим свое имя пользователя и пароль. И перед нами появляется такая вот менюшка. У меня уже настроено одно имя. Вот показано, что оно активно. Здесь будет отображаться ваш IP-адрес и время последнее, которое вы заходили сюда. Так, спускаемся ниже. Тут больше ничего интересного. Значит, нам нужно зайти во вкладку Dynamic DDNS. И если вы еще не создали свое имя, вам нужно нажать Create Hostname и ввести свое имя, которое вы хотите, и выбрать расширение. IP-адрес внешний, он подхватит ваш самостоятельно. Жмем все кнопки «Сохранить», «Сохранить», «Сохранить». И по сути с этого сайта нам больше ничего не нужно, только запомнить вот это имя. Обязательно имейте в виду, что при помощи вот этого вот имени теперь можно зайти удаленно на ваш модем. То есть если кто-то это имя узнал, вот этот вот путь, то он может зайти удаленно на ваш модем. Обязательно поменяйте на модеме имя пользователя и пароля. Не оставляйте админ, иначе могут возникнуть проблемы. Злые хакеры его раздерут в пух и прах. По настройке DDNS на сайте все. Следующим шагом мы переходим в настройки нашего роутера. Чаще всего это либо 192.168.1.1, либо 192.168.0.1, у кого как. У меня адрес идет 192.168.1.1.
Заходим, вводим свой пароль. И вот мы уже в настройках модема. Видите, у меня даже тип подключения обозначен. Динамический IP. Если бы у меня был статический IP, этой бы проблемы не было. Внешний IP-адрес был бы постоянно одинаков. Но в нашем случае он постоянно разный. Заходим в дополнительные настройки модема. Выбираем обмен данными по USB. Ой, простите, выбираем сеть. Это я вспомнил про FTP. И вот динамический DNS. У кого-то будет написано DDNS просто. Заходим в эту настройку. Здесь нам нужно выбрать поставщика услуг NoIP. Видите, уже даже в стандартной прошивке модема забито DIN DNS и NoIP. Это два самых распространенных сервиса. Вбиваем свою электронную почту, она же имя пользователя от сайта NoIP, пароль от сайта NoIP и вводим доменное имя, которое мы придумали себе. После чего жмем «Войти», он успешно подключится, и «Сохранить». Если вы все сделали правильно, то каждый раз, когда ваш модем, в котором торчит флешка и на нем же настроенный FTP, будет появляться в интернете, будет включаться и заходить в сеть, он сам будет отсылать на сайт NoIP свой внешний DNS, свой внешний IP, и сайт NoIP будет автоматически превращать его в DDNS имя, которое мы ему забили. Вот как-то так. Все достаточно просто, и все это работает. Следующий шаг у нас будет настройка DDNS имени в камере через программку CMS. Итак, заходим. Итак, открываем нашу программку CMS. Напоминаю, что камера уже должна быть включена, должна быть онлайн, потому что мы меняем настройки, грубо говоря, не в программке CMS, а меняем настройки через программу CMS внутри самой камеры. Итак, подключаемся к камере. Так, вот мы подключились к нашей камере. Заходим правой кнопкой мыши по экрану. Конфигурация устройства. Заходим в систему, службы и в нашу вкладку FTP. В этом видео я не буду расписывать все подробности, как мы настраивали до этого FTP-сервер на модеме и FTP-сервер для подключения в самой камере. Все это вы можете увидеть в предыдущем видео. Сверху будет ссылочка. А здесь я только скажу одно. Имя сервера мы тогда вводили IP-адрес. Так вот, вместо этого IP-адреса нужно просто вписать свое созданное DDNS-имя. Без всяких там слэшей, двоеточий, префиксов FTP и так далее. Вводим свое имя, которое мы там создали. Ну и дальше хост, который был целиком. Имя целиком полностью. И все. Жмем ОК, сохранить. После этого все работает. Не забываем проверить в настройках тревоги, чтобы у нас был включен датчик движения и стояла галочка «Сбросы на FTP». Ну а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, смотрите другие видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!